Всем привет, с вами я, Элина, и сегодня у нас будет речь идти о женской красоте. Но сегодня я решила с вами поделиться своими мыслями насчет стереотипов, возможно, о красоте. Первый миф — это то, что обязательно нужно быть очень ухоженной для того, чтобы считаться красивой. Ребят, я считаю, что на нашу внешность, на нашу красоту очень влияет наше психоэмоциональное состояние. Но когда женщина чересчур за собой ухаживает, когда это просто по графику, и много-много всего, да, есть куча названий процедур, которые я просто даже с трудом могу выговорить, и многие женщины, у них просто по плану вот все вот это, какие-то тревожные состояния это вводит женщину, потому что чем больше женщина, мне кажется, сфокусирована на своей внешности, чем больше она делает какие-то процедуры, тем больше она находит еще какие-то изъяны, над чем можно поработать. И это, знаете, это просто какой-то нескончаемый такой процесс, который может даже привести к каким-то психологическим расстройствам. Поэтому с этим увлекаться нельзя. Безусловно, ухаживать нужно собой, но не нужно это делать фанатично. И нужно понимать, что в жизни столько всего классного есть, и что свет не сошелся только на одной внешности, на каких-то уходовых процедурах. Во всем должна быть мера и вообще здравый смысл. Я считаю, что если женщина гармоничная, счастливая, если развивается, проводит время с родными, просто отдыхает, у нее какие-то классные хобби, только от позитивных эмоций она будет выглядеть гораздо лучше, нежели от каких-то салонных процедур. Второй миф, что красота зависит только от каких-то внешних факторов, как мы накрасились, какую мы прическу сделали. На самом деле, ребят, вы должны понимать, что опять-таки уходовые процедуры, да, они должны быть умеренно, но это все бесполезно, если человек не ведет здоровый образ жизни, если он не питается правильно, если он не высыпается, если он постоянно на стрессе, то что бы вы с собой ни делали, как бы вы ни пытались себя склеить там с помощью салона, либо каких-то масочек, еще чего-то, ну, ребят, это, знаете, как мертвому припарка, как говорится, потому что вся наша красота, наша внешность, это все идет изнутри. То есть та пища, которую мы едим, количество часов, которые мы действительно спим, качественно отдыхаем. Очень сложно быть красивой, когда ты постоянно на нервах, потому что все вот это читается. Во-первых, это все влияет, опять-таки, на наше здоровье. Здоровье — это как раз-таки наше состояние нашего тела, нашей кожи, вообще наше лицо, наши волосы и все остальное. Наше настроение, оно все написано на нашем лице, поэтому за собой нужно ухаживать изнутри. И да, безусловно, это более длительный, более сложный процесс. Конечно же, это нужно ходить по врачам, нужно сдавать анализы на гормоны, развернутый анализ крови, проверяться, лечиться, постоянно следить за питанием, покупать качественные продукты, правильно строить свою жизнь, чтобы вы и работали, и при этом вы еще и отдыхали. Избавиться от источников там, вашего сильного стресса. Безусловно, это сложно, но, ребят, ну, иначе никак, только вот ваш образ жизни действительно влияет в первую очередь на вашу внешность, а все остальное, все какие-то процедурки, макияжики, еще что-то, это такое, это уже, скажем, это 20% из 100 то, как можно себя улучшить. А для тех, кто не знает, с чего начать более глубокий уход за собой, я предлагаю вам присоединиться к моей платформе Wispens. Там у вас будет возможность работать по всем направлениям, работать над своим телом, работать над своим ментальным здоровьем, правильно питаться, внедрять полезные привычки в свою жизнь. Также у меня для вас есть подарок, у меня будет для вас отличная скидка, поэтому переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Уверена, что вы останетесь довольны. Следующий миф о красоте. Для того, чтобы быть красивой, нужно обязательно уметь делать крутой макияж. И сейчас появилось очень много бьюти-блогеров, которые показывают, учат, как делать макияжи, как делать вечерний макияж, как делать контурирование, как рисовать ровные стрелки и тому подобное. И сейчас уже практически каждая девушка умеет делать профессиональный макияж, практически уровень визажист. Это, конечно, круто, ребят, что вы обладаете разными навыками и талантами, но дело в том, что сейчас все тренд движется на естественность, и в моде, наоборот, меньше макияжа на лице, тем более, если мы говорим про повседневную жизнь. Я считаю, что действительно, то есть такой натюрель, минимум мейкап, они делают лицо, наоборот, моложе, свежее, красивее, наоборот, видны ваши красивые черты лица, то есть их не нужно прятать за обилием макияжа, потому что часто нам кажется, что мы себя украшаем этим макияжем, но на самом деле нет, на самом деле без макияжа мы выглядим гораздо круче. Просто, скажем, это тоже некое самовнушение и некое у нас наше внутреннее, что нам нужно спрятаться за этим мейкапом. Следующий миф о красоте, что все должно быть идеально, идеальная укладка, идеальный макияж, идеальная одежда, все должно быть, знаете, вот четко, ровненько, под линеечку. На самом деле сейчас веяние идет
Запад, наоборот, тоже больше на естественность, на свободу в движении, вот такую раскрепощенность. Укладка, она не должна быть, знаете, волосок в волосок, то есть это либо идеальные, да, такие ровные волосы, либо это идеальные кудри, то есть это не обязательно должно так быть. Какая-то такая легкая небрежность, она, ну, в этом есть свой какой-то шарм, и это красиво. Либо, знаете, такие идеальные, четкие, ровные брови, которые до сих пор делают там у нас эти бровисты, знаете, чуть ли не как под трафаретку такое вот, как бы, ну, это уже не в моде. То же самое касается одежды, что нужно быть более раскрепощенным в плане своего стиля, что нужно экспериментировать с фасонами, совмещать несовместимые стили, что это может быть тоже какая-то легкая небрежность в одежде. Ребят, ну, чтобы вы меня правильно поняли, я хочу сделать акцент на том, что есть большая разница между легкой небрежностью и полной неряшливостью, поэтому это не нужно путать эти понятия. Вот знаете, для меня круто это вот когда девушка выглядит красиво, но при этом такое ощущение, что это состояние для нее настолько естественное, словно она вообще не старалась и не прилагала никаких усилий для этого. Существует еще один очень распространенный миф, что многие девушки думают, что если бы у них были финансовые возможности, и они бы смогли себе сделать там какие-то пластические операции, инъекции, то это тут же бы сделало их красотками. Что касается пластической хирургии, ребят, если вы думаете, что действительно существует какая-то волшебная палочка, что какая-то операция чудотворная тут же из девушки сделает богиню, то нет, ребят, я разочарую, как бы не так. Достаточно посмотреть на знаменитостей, да, у всех у них есть возможности, связи, большинство из них что-то себе делает, но, как мы видим, результаты у всех разные. Как бы они выглядят все очень по-разному. Дело в том, что, понимаете, если девушка сама по себе красива и все окей, то есть человек ведет здоровый образ жизни, следит за собой и занимается спортом, ухаживает, и где-то что-то одно он в себе исправил, там, да, это может действительно сделать эффект вау, вообще шикарно. А извините, если человек полностью это сплошная проблема, то можно так себя полностью перекроить, и будет черти что и сбоку бантик. Поэтому, ну, тут нужно руководствоваться здравым смыслом. И это тот случай, когда я говорю, что очень важно за собой ухаживать изнутри. Некоторые люди, там, глядя на какую-то модель, актрису, певицу, думают, что у нее есть какой-то особенный секрет, почему у нее такие красивые волосы, либо почему у нее такие красивые черты лица, либо кожа, либо фигура, либо еще чего-то. А секрета как такового нет, это просто генетика. Например, вот меня постоянно за волосы спрашивают: Элин, расскажи, там, поделись своим уходом за волосами. Я говорю, ну, шампунь, бальзам, все. А как они у тебя такие пышные, объемные, кудрявые? Я говорю, ну, это генетика, это естественные волосы. А какую краску ты покупаешь? Как цвет называется? Я говорю, я не крашу волосы, это, ну, просто мой цвет волос. Либо что ты делаешь, чтобы волосы не сыпались? Как ты борешься с этой проблемой? Я говорю, у меня нет такой проблемы, они не сыпятся, да, там, вернее, я даже не замечаю такого. Это как один из примеров. И вот так действительно знаменитости порой, как мне кажется, несправедливо получают какие-то упреки там насчет своей внешности, что у них там ринопластика, когда у человека просто от природы там идеальный свой нос, идеальный профиль. И последний миф о красоте, что красота является просто счастливым билетом в светлую жизнь, что это залог просто счастья, что если девушка красива, значит она станет топ-моделью, будет зарабатывать миллионы долларов, выйдет замуж за принца, и вся ее жизнь это будет просто сплошная сказка. Как бы не так, ребят. Достаточно посмотреть на то, сколько красивых девушек, женщин вообще в Восточной Европе, просто одни красотки. И все живут очень по-разному. Да, кто-то счастлив, кто-то совсем несчастлив. Разные случаи бывают, поэтому можно понять, что красота на самом деле ничего не решает. Чтобы построить успешную жизнь, помимо красоты нужно иметь тоже много других человеческих качеств. Нужно быть и человеком хорошим, нужно быть профессионалом своего дела, нужно быть образованной, нужно быть умной, нужно быть воспитанной и много-много-много всего. Ребят, на этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, с какими мифами о женской красоте вы, возможно, сами сталкивались. А мы с вами скоро увидимся. До встречи!